Всем привет! Вы на канале Жизнь вкусная и меня зовут Галина Артеменко. Сегодня готовим прекрасный во всех смыслах завтрак. Сырники в вафельнице, или как я их еще люблю называть, вафли-сырники, и питательный смузи. Присоединяйтесь! Вафли-сырники я готовлю довольно часто в разнообразных вариациях. Сегодня предлагаю вариант согревающий на основе шоколада с апельсином. Зима же все-таки скоро. Ну а смузи я буду готовить на основе нежного и очень нежно любимого мной сочетания банан, клубника и персик. Готовить смузи я буду на основе творога, поэтому его можно полноценно назвать протеиновым. Для приготовления моих шоколадных вафли-сырников с апельсином мне потребуется, конечно же, сама вафельница, 200 граммов творога, 2 яйца, по 20 грамм обычной белой пшеничной муки и 20 грамм какао, 4 столовые ложки без горки сахара, цедру половины апельсина. Вы можете положить цедру целого апельсина, если очень любите этот аромат, и 1 чайная ложка разрыхлителя для теста. Также к вафлям мы приготовим апельсиновый конфи, назовем это так. Сделаем его при помощи 2 столовых ложек сахара и 20 граммов сливочного масла, а также того апельсина, с которого мы снимем цедру. Помимо вафель вот таких вот классных, глубоких, мне очень они нравятся, в мультимейкере можно готовить сэндвичи. При помощи этой пластины можно делать вкусные сэндвичи, очень быстрые, для перекуса просто замечательно. Я очень часто делаю в ней французские тосты. А при помощи этой пластины можно делать любые блюда на гриле. Я чаще всего использую для приготовления домашней шаурмы. И мультимейкер — это прибор 3 в 1, но его очень удобно хранить. Для меня это очень актуально, потому что кухня у меня маленькая. Уже один рецепт на моем канале с использованием этой вафельницы есть. Это банановые вафли без сахара, поэтому я ссылку оставлю для вас в описании к видео. Первым делом сниму с апельсина цедру на такой вот очень маленькой терочке. Нужно стараться не задевать белую часть. Я уже включила на разогрев вафельницу, потому что на приготовление теста у меня уйдет несколько минут. Отправляю в тарелочку творог. Я беру такой вот пастообразный творог жирностью 5%. Он довольно-таки суховатый, то есть в нем влаги немного, но она нам здесь и не нужна. Всыпаю сахар, разбиваю яйца. Перемешиваю. Отправляю натертую цедру и мои сухие ингредиенты: какао, муку и разрыхлитель. Масса должна получиться довольно густой. Вафельница нагрелась, она сообщила мне об этом, когда загорелась зеленая лампочка. Приступаю к выпечке. Беру свою любимую ложку для мороженого. Мне нравится дозировать вафли ею больше всего. Сейчас я себе в этом, конечно же, отказывать не буду. Оставляю выпекаться минут на 5. Обратите внимание, я ничем не смазываю поверхность, все отходит замечательно. Итак, последний вафельный сырник пойдет мужу. Итак, у меня их получилось 7 штук, как раз 3 для меня, 4 для него. Пока жарится последний сырник, займусь апельсином. Необходимо его очистить таким образом, чтобы обнажить вот эту вот всю сочную мякоть. Этот сок, который остался здесь, я тоже буду использовать. Теперь просто вырезаем дольки апельсина из оставшейся, из вот этой вот белого основания. Отсюда тоже все выжму. И аккуратненько перемещаю дольки апельсина вот в эту же мисочку. Здесь выделился сок, пока я вырезала дольки. Надо его сохранить по возможности. Не
Ну, почти получилось. Готово. Отправляю сахар на сковородку и поставлю ее на маленький огонь, чтобы сахар растопился. Готов последний вафлесырник. Спасибо, дорогой друг мультимейкер. Осталось дождаться соуса. Расплавился и стал карамельным сахар. Отправляю к нему апельсины с соком. Сейчас будет шипеть очень сильно. И сливочное масло для кремовости. Добавлять его не обязательно, но оно сделает соус более шелковистым. Теперь нужно немножко выпарить апельсиновый сок и довести все до однородности. Соус готов. Друзья, это видео участвует в Food Battle. Я хочу пригласить вас проголосовать в мою пользу по ссылке, которую я оставлю в описании. А также хочу вам сказать, что активных зрителей тоже ждут подарки. Какие именно, я расскажу в конце этого видео. Для своего протеинового супер полезного смузи я беру, конечно же, сам блендер. Буду использовать большую чашу емкостью 700 мл. Буду готовить смузи на основе 100 граммов творога 5% жирности. У меня здесь 2 бланшированных персика, которые я замораживала. Можно брать консервированные персики. 100 граммов замороженной клубники, вот прям в замороженном виде, ничего не размораживаю предварительно. 1 банан, 1 столовая ложка семян льна, у меня золотистый, потому что я не люблю темный, и 1 столовая ложка отрубей. У меня клетчатка из семян кунжута, вы можете брать любую клетчатку, а также используйте любую жидкость, которая вам подходит. Это может быть сок, я использую молоко, может быть йогурт или же просто вода. Я очень давно хотела такой блендер. В чем его прикол? Помимо вот этих вот милашечных емкостей в его комплекте, а их больших на 700 мл 3 штучки и вот таких вот на 350 мл 2 штучки. Есть разнообразные крышки, как цельные, так и крышки, которые хорошо подходят для питья. Очень удобно брать с собой на работу. Вот я, например, беру к себе на работу в соседнюю комнату к компьютеру и быстренько перекусываю чем-нибудь. Также тут есть еще дополнительный нож в комплекте. Но самое главное преимущество в такого вот фитнес-блендера в том, что он мощнее, чем обычные погружные или стационарные блендеры. Смузи готовятся молниеносно быстро, перебивают все, что хотите. И, кстати, арахисовую пасту готовить в таких вот фитнес-блендерах намного круче, чем в обычном блендере. Эх, а ведь я люблю свой стационарный блендер. Ну, придется ему немножечко подвинуться в пользу этого вот малыша. Отправляю в чашу первым делом творог. На самом деле очередность не важна совершенно, потому что все равно все смешается. Ломаю банан. Персики. И замороженная клубничка. Ну а теперь наши добавки: клетчатка и семена льна. Молоко я буду вливать не все сразу, а сначала волью половину, а потом посмотрю, какой по консистенции получится смузи. Я влила оставшееся молоко и пробью теперь еще раз смузи-блендером. Вот я через пластик даже вижу, что измельчились семена льна, хотя обычный блендер оставляет их в основном целенькими. Спасибо, что посмотрели мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, а среди самых активных зрителей фирма Russell Hobbs разыграет 5 вот таких вот мультимейкеров и 5 блендеров. Ссылка в описании.